Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Bloomberg пишет, искусственный интеллект уничтожит британскую энергосистему. Microsoft и OpenAI хотят вложить 31 миллиард фунтов стерлингов в проекты ИИ в Великобритании. Однако отраслевые эксперты утверждают, что эти планы могут подорвать устаревшую энергосистему страны. Запасов мощностей нет. К тому же Великобритания столкнулась с самым серьезным внешнеторговым кризисом в истории, и в принципе надвигается и энергетический кризис. Александр, прокомментируйте, пожалуйста, данную интересную ситуацию. Давайте с цен. Цены это ведь вообще самое веселое. Великобритания это страна с одними из самых высоких цен на электрическую энергию в мире. Притом, если для населения цены на электрическую энергию делают Великобританию лишь восьмой в мировом табеле о рангах, ну то есть дорого, но на дне еще 7 стран, где дороже, то вот по цене для промышленности Великобритания по одним данным входит в первую тройку на третьем месте, по другим данным просто на первом месте. Опять же, в зависимости от того, как мы подходим, как мы считаем, но по большому счету это и не важно. Важно сравнить с ценами в Соединенных Штатах. Зачем сравнивать с ценами в Соединенных Штатах? Затем, что сама по себе тема о том, что Microsoft, OpenAI придут, 42 миллиарда долларов вложат, ну, в пересчете фунты в доллары, там где-то 42 миллиарда долларов получается, в развитии индустрии искусственного интеллекта в Великобритании. Вот вся эта тема появилась после визита Трампа. И, собственно говоря, тот же Bloomberg обсуждает это в контексте того, какие обещания дали британцы, чего требовал Трамп и что пообещали американские компании. Что, мол, мы инвестируем 42 миллиарда, готовьтесь. И тут с Соединенными Штатами сравнение Великобритании вообще не выдерживает, потому что электрическая энергия в Штатах кратно дешевле, чем в Великобритании. Что для населения, что для промышленности, неважно. Кратно дешевле. Для промышленности разница примерно трехкратная. А это означает что? Что если не выделять какие-то специальные меры поддержки для центров обработки данных, если не выделять для индустрии искусственного интеллекта какие-то особые налоговые режимы, там послабления, компенсации за электрическую энергию, если просто брать деньги как с промышленных предприятий, то бессмысленно развивать эту индустрию в Великобритании. То есть тут какой момент? В Великобритании есть развитая промышленность. Она там сохраняется, она там местами находится в переходном состоянии. Например, возьмем какой-нибудь там Jaguar Land Rover, на который была совершена хакерская атака, который лег и 3 недели лежит, ну, в смысле предприятия вот этого концерна, в том числе предприятия на территории Великобритании. И казалось бы, ну вот, предприятия-то работают, ну да, с них вот деньги собирают, ну и что? Значит, можно открыть какое-то предприятие, ну, подумаешь, денежки придется платить, ну, так все платят. Но есть некоторая разница. Во-первых, в себестоимости конечной продукции, ну, то есть, например, автомобиля какого-нибудь, электрическая энергия хоть и значимый фактор, значимая статья расходов, но все-таки не определяющая. Кроме того, вы можете разместить у себя производство каких-нибудь элитных автомобилей, ну или, по крайней мере, премиальных автомобилей, а может быть и люксовых автомобилей, да, это разные вещи. И тогда, даже с учетом высоких расходов на электрическую энергию, вы будете неплохо зарабатывать. Ну, особенно если в пользу продажи именно вашей сборки автомобилей будет играть некое реноме вашей промышленности, что это ж не просто так, это не в Китае собрано, это в Великобритании, великобританскими ручками собрали вот этот автомобиль. А это значит, за него можно заплатить и подороже. И таким образом вы еще снижаете долю электрической энергии в конечной цене. Ну, точнее, не в конечной цене, в себестоимости, но и в конечной цене тоже того изделия, которое вы выпускаете. Но можно ли разместить в Великобритании какой-то элитный искусственный интеллект? Ну, очевидно, нельзя. Ну, очевидно, нельзя, потому что, э, ну, по крайней мере, на данный момент
какой-то сегментации на массовый сегмент, там премиальный сегмент и вот все такое прочее не произошло. И по сути британским вычислительным мощностям придется соревноваться со всеми остальными вычислительными мощностями и зарабатывать меньше денег просто потому, что тут в себестоимости доля электрической энергии будет априори более высокой, чем в случае вот автопромышленности, которую я для примера привел ранее. Да, разумеется, пока бессмысленно немножко говорить, насколько велика будет эта доля, но то, что она будет выше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки, ну, это абсолютно очевидно. Хотя бы потому, что в Соединенных Штатах при тех же условиях вы будете платить в 3 раза меньше. Я уж не беру там Российскую Федерацию и других чемпионов по дешевизне электрической энергии. Да, мы, кстати, ну, понятно, не самая дешевая с точки зрения электрической энергии страна, но, тем не менее, у нас электричество еще кратно дешевле, чем в тех же Соединенных Штатах. Понятно, речь не про там 8, 9, 10 раз, но, тем не менее, разница сопоставима с той, которую наблюдают Соединенные Штаты, сравнивая себя с Великобританией. То есть в Великобритании дороже. Вот примерно в Великобритании дороже так же, как в Соединенных Штатах дороже относительно Российской Федерации. Надеюсь, эта мысль несколько сумбурная оказалась вполне понятной. Вот. И это все одна составляющая. То есть зачем размещать эти мощности на территории Великобритании, неясно. А если речь идет о каких-то разработках, то вы меня простите, но вложить 42 миллиарда долларов в разработки, ну, то есть, поясню. Хорошо, не ставим центры обработки данных, а организуем разработку на территории Великобритании. Вот, ну, разработка чего-то там элитными великобританскими ручками. То 42 миллиарда это стоить не будет. Ну, никак. Ну, кроме некоторых подозрительных схем, которые, я боюсь, вызовут подозрения не только вот у нас с Максимом, но и у какого-нибудь регулятора в Соединенных Штатах Америки. Вот. А что касается сетей, то да, проблема сетей существует. Существует проблема электрогенерации на территории Великобритании. Но эта проблема двоякая. То есть проблема генерации двояка в том смысле, что от угольной генерации надо полностью избавляться, как, собственно говоря, вся Европа делает. А, газовая генерация для Великобритании под большим вопросом. Ну, это связано со спецификой потребления газа, но, тем не менее, вычеркивать газовую генерацию мы не можем. Атомная генерация, к ней надо присмотреться, может быть, давайте построим. Ветер, солнце, ну и накопители, что еще больше будет увеличивать стоимость электрической энергии для конечного потребителя. Потому что хотя траты на ископаемое топливо, очевидно, нулевые при производстве электрической энергии на ветроэлектростанциях, но вот необходимые траты на накопление и распределение электрической энергии будут выше, чем в случае, когда у вас в энергосистеме доминируют там газовые и угольные электростанции. Просто потому, что солнышко не всегда светит, ветер не всегда дует, а иногда они светят и дуют, соответственно, в больших масштабах, чем требуется в данный момент. Вот когда светят больше и дуют да больше, чем надо накапливать электрическую энергию. Когда вдруг неожиданно солнышко закрыли тучки или, о ужас, наступил вечер, а то и страшно сказать ночь, ну, надо отдавать в сеть. А что для этого нужно? Накопители. Накопители бесплатные? Нет, очевидно, не бесплатные. Под все рассказы о том, что, ну, ребят, киловатт-час скоро подешевеет и будет дешеветь дальше, потому что эффект масштаба. Это все замечательно, это очень хорошо. Местами даже интересно. Литий, правда, тут опять дорожать начинал. Но это ладно. Бог с ним, хорошо, дешеветь будет. Бесплатным станет эта история? Нет, не станет. Она будет требовать значительных капитальных вложений в системы хранения. И эта система хранения потребует возврата понесенных средств. За счет кого? За счет премьер-министра? За счет самого короля? Да нет, конечно, за счет конечных потребителей. Как из числа населения, так и из числа промышленных потребителей.
смотрим внимательно на центры обработки данных, которые, возможно, появятся в Великобритании, и с удивлением понимаем, что и в этой схеме, ну, что-то как-то не клеится. При том, что двоякая ситуация не только в плане изменений самого энергобаланса. То есть Великобритания стремится в зеленое будущее, как и весь Евросоюз. И да, я не оговорился, как и весь Евросоюз, потому что, несмотря на то, что Великобритания формально вышла из Евросоюза, все ключевые решения в области энергетики у нее ровно такие же, как и в Евросоюзе. В этом плане она ничем не отличается, ничем не выделяется. У нее такие же проблемы, такие же устремления, ну и такие же, соответственно, инструменты, которые можно использовать для реализации вот этих вот зеленых планов. Соответственно, нужно увеличить долю ветровой, солнечной генерации, избавиться полностью от угольной генерации, может быть, чуть-чуть газа оставить, но лучше перевести все на водород, от этой идеи пока не отказались. И в итоге еще можно присмотреться к атомной генерации. А еще можно проложить несколько крупных кабелей от Франции. И если во Франции не будет отключений, а такое может быть, то, ну что ж, это позволит, вот такие кабели позволят частично компенсировать выпадающие какие-то объемы в рамках вашей энергосистемы. Потому что, опять же, когда мы говорим про Великобританию как отдельную энергосистему, это не совсем справедливо. Она все еще связана с энергосистемами разных европейских регионов. Но про сети, что же с сетями? По сути, я уже про сети начал говорить, потому что вопрос о накоплении электрической энергии – это вопрос сетей. То есть в тарифе вы можете написать некое одно число на электрическую энергию, одно число, а можете написать два числа, можете даже три числа, если очень хочется. Вот. Но какого рода два числа можно написать? Первое – это расходы на генерацию, второе – расходы на доставку электрической энергии. Можно, кстати, отдельно прописывать расходы на распределение электрической энергии, но это ладно, мы уж усложнять совсем не будем. И вот эта составляющая с доставкой электрической энергии с каждым годом усложняется. Опять же, в рамках всего континента, в рамках всей Европы. Ну, не большой Европы, а вот Европы, которая Великобритания и ЕС. Потому что чем больше доля возобновляемой генерации, тем больше у вас должно быть, тем более развиты у вас должны быть электрические сети. Единственное, что я вот в финале хотел бы сказать, смотрите, когда у нас говорят, что на среднюю зарплату, это я не, о боже, какие высокие в России зарплаты, это для того, чтобы картина стала чуть более выпуклой, когда мы говорим про экономические последствия для того или иного региона. И мы видели, вот в какую сторону идти не надо, в том смысле, что вот у них реформы, вот такие реформы не нужны. Большое спасибо, мы посмотрели, у них плохо получилось, у нас тоже получится плохо. Так вот, когда вы видите, что на среднюю зарплату там гражданин Великобритании может купить в среднем больше литров там, моторного топлива, больше газа, больше электричества, чем гражданин Российской Федерации, то нужно держать в уме, что несмотря на то, что на среднюю зарплату вот каждого отдельно взятого товара он может купить больше, но за каждый отдельно взятый товар он платит больше. Поэтому при определенных сложностях, с которыми может столкнуться Великобритания, вот это высокий уровень расходов на энергоносители может начать бить не только по промышленным потребителям и вызывать их отток, не только тормозить развитие таких высокоэнергетических отраслей, как ИИ и прочие центры обработки данных, но и ударить по простому потребителю, который начнет не платить за электрическую энергию и, соответственно, будет вызывать дальнейший отток капитала из этой отрасли. Потому что какой смысл вкладываться в сети, если потребитель не платит, и ты не вернешь свои деньги? Ну вот как-то так, дорогие друзья. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Ну, дорогие друзья, кстати, можете и на мой Бусти, и на мой спонсор подписаться. Да, они дорогие, но я не рассчитываю, что все сейчас побегут и подпишутся. Но если подпишетесь, вам большое спасибо. Всего хорошего.